Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать спальню, самое приватное место в вашем доме, красивой и стильной, но так, чтобы это было вам бюджетно. Используйте металл вместо пластика и ДСП. Это всегда смотрится лучше. Например, мебель из металла может стоить тоже очень и очень недорого, а выглядит она уже значительно выигрышнее, чем из ДСП. Металлический прикроватный столик будет смотреться лучше, чем большинство дешевых тумбочек из древесной стружки с подозрительной фурнитурой. Черный металл еще очень хорошо очерчивает контур и добавляет контраст, особенно в белые интерьеры. Мне кажется, это особенно красиво. Для мебели еще есть прекрасная система Smart Cube, из которой можно делать полки, консоли, обрамлять ей мебель или делать иные конструкции, которые будут придавать интерьеру лоска и статуса. А еще они могут развязывать вам руки в любых интерьерных фантазиях. При этом стоит эта система из металлических профилей и переходников относительно недорого. Требуйте ее у ближайших к вам мебельщиков, если вдруг они не знают. Она есть у многих дистрибьюторов мебельной фурнитуры. Вообще, интерьеры выглядят дешево чаще всего тогда, когда один или множество его элементов выглядят куцо. Так что куцость и несмелость – вот наш самый главный враг роскошных и состоятельных монументальных интерьеров. Куцость может проявиться в выборе потолочного светильника, он может быть слишком робкий и несмелый. Лучше всего от этой ошибки помогает 3D-визуализация или 3D-коллаж, учитывающий реальный размер предметов и дающий возможность сделать примерку предмета интерьера к пространству до его покупки. Ну а чтобы избежать сочетаний, которые всегда выглядят ошибочными и смотрятся плохо, я сформулировала целую теорию сочетания фактур, текстур и материалов. Все подробности по ссылке в описании. Еще куцым может быть покрывало кровати. Это ошибка в расчете размера покрывала. На самом деле формула расчета для покрывала очень проста. Ширина покрывала равняется ширине матраса плюс 2 высоты свисания по бокам. А длина покрывала равняется длине матраса плюс 1 высота свисания. Очень хорошо, очень дорого смотрится, когда покрывало свисает до пола. Мне даже нравится, когда легкое покрывало немножко волочится по этому полу. Есть в этом что-то королевское, благородное, как будто идет принцесса в платье со шлейфом. Приемлемо смотрится, если покрывало немного не доходит до пола, например, сантиметров 10-15, если вам это нужно для уборки или для иных практических задач. При этом помните, что если вы не можете найти нужный вам размер, то заказать покрывало всегда можно в салонах штор. Куцами могут быть и шторы, которые не доходят до пола. Некоторые еще их называют подстреленными, а иногда такой эффект появляется после стирки, если шторы подсаживаются. Так что укороченные шторы всегда смотрятся более бедненько, чем те, что касаются пола. А если еще нужна защита от солнца и blackout, то это даже обязательно. Особенно если у вас окна в пол, и это нужно, чтобы просвечивающиеся под шторами лучи не отражались в телевизоре, и чтобы вы могли в выходные спокойно спать до полудня. И, кстати, шторы, которые волочатся по полу, тоже смотрятся очень дорого и роскошно. И, к слову, сейчас такие роботы-пылесосы, что практически не возникает с ними никаких проблем. Однако, если вы знаете, что шторам, волочащимся по полу, может угрожать опасность в виде детей, котов, собак и восставших роботов-пылесосов, лучше, конечно, не волочить их по полу, а сделать 1-2 см от пола и выбирать ткани, которые не садятся при стирке. Стремление сделать вашу спальню дорогой, не берите цветное белье с крупным и средним узором. Он обрезается в самых неподходящих местах, и картинка, цветок или какой-то узор перестают читаться вовсе, и получается просто цветовой беспорядок. Вместо этого лучше брать только мелкий рисунок, а еще лучше обойтись моноцветным бельем. Всегда дорого, чисто и умиротворяюще смотрится белое, кремовое или пастельное белье. Кстати, белое белье еще и самое простое в уходе. А еще, если оно с темным кантом, то это прекрасно. Это универсальный вариант под любой стиль интерьера. Белое белье и белое белье с темным кантом.
но и белье другого цвета с кантом тоже будет смотреться дорого. Например, если у вас в интерьере присутствует, допустим, латунь, то серый с желтым кантом, с оранжевым таким теплым, будет смотреться просто превосходно. Любой кант, деликатно поддерживающий цветовой акцент интерьера, создает ощущение единства замысла, не бьет комнату на какие-то фрагменты, а наоборот объединяет все элементы и оттого гармонизирует и расслабляет. Кстати, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Поставьте лайк и нажмите на бубенчик, если вам нравятся мои видео и вы хотите видеть их в ленте чаще. Наличие декоративных, а может быть и функциональных подушек на кровати мгновенно превращает простую спальню в буржуазную. Подушки здесь должны быть расставлены как первоклашки на школьных фотографиях. Высокие назад, маленькие вперед и слоями, чтобы каждый слой был заметен. У каждого слоя должна быть своя, неповторимая и контрастная к предыдущему текстура и цвет. Очень важно, чтобы ткани на подушках были разные. Хлопок, велюр, кожа, джинса, атлас, рельефные, плоские, блестящие, матовые, с крупной вязкой, с мелкой. Чем один слой больше отличается от другого, тем дороже и насыщеннее это будет смотреться. И, кстати, один из слоев может перекликаться, например, со шторами. Но слишком много подушек делать не надо. Иногда подушек получается столько, что они занимают половину кровати. И эта культура уже раздражает даже самих американцев, которые этот прием и популяризировали. Лучше делать 2-4 подушки для сна и еще 1-2-3 подушки под шею или поясницу, пока вы читаете в кровати. Больше не надо. Хорошо смотрится, когда спальные подушки занимают всю ширину кровати. Если кровать 180, то подушки и наволочки можно найти или заказать на 90 см шириной. Это будет смотреться очень богато и, кстати, спать на них будет очень комфортно. С такими подушками, кстати, можно заправлять кровать в минималистичном стиле и обходиться без декоративных подушек вовсе. Так себе сделала и я у себя дома. В классических интерьерах спален низкий плинтус может простить и выглядеть робко. Зато есть отличный прием, позволяющий создавать иллюзию более дорогого дизайнерского интерьера безболезненно для бюджета. Вы можете сымитировать высокий плинтус с помощью молдинга, добавив основательности и монументальности вашему интерьеру. Можно расположить молдинг на 20-30 см выше плинтуса и закрасить промежуток между ними. Это стоит гораздо дешевле, чем покупать такой высокий плинтус, а эффект будет точно такой же. Даже можно больше вообще ничего в интерьере не делать, кроме этого приема, и он уже будет выигрывать на фоне простых, однообразных ремонтов. Единственное, что вам нужно помнить, так это о соединениях с мебелью. Чем выше будут плинтуса, тем больше конфликтов с открываниями какой-нибудь мебели вы можете встретить. Поэтому, если вам нужно такое решение, то строгим взором в режиме лазерного сканирования пройдитесь по периметру квартиры, выявите опасные моменты, где плинтуса могут столкнуться с встраиваемой мебелью или плотно стоящей мебелью, и спланируйте там зазоры или доборы. То же самое можно сделать с помощью краски и без плинтуса. Это даже удобнее с точки зрения мебельных примыканий, и смотреться будет оригинально, стильно и оттого дорого. Недорогое решение, которое поможет вам преобразить спальню, это работа с цветом. Вы можете выделить зону изголовья цветом, но не просто от угла до угла, а формируя как будто бы еще одно уютное изголовье с ушками. Его можно смело делать более темным цветом. Темное у изголовья будет смотреться очень стильно и воздействовать на вас расслабляюще. Но видеть утром вы будете в основном только светлый, остальной цвет комнаты, и это не будет вам мешать просыпаться. Развивая предыдущую мысль, можно сделать эту цветную зону с хранением, разместить там тумбочки, закрытые ящики или открытые полки. Хранение там всегда будет закрыто от взглядов, за счет чего в комнате всегда будет ощущаться порядок. Будет интересно смотреться, если вместо стандартного шкафа сбоку от кровати вы разместите хранение и тумбочки со стороны изголовья. Это выглядит необычно, но иногда это даже необходимо в случае, если спальня маленькая, и после установки шкафа параллельно к кровати места для прохода почти не остается.
Если для спальни вы покупаете ламинат, не берите имитацию мелкой деревянной плашки. Рисунок на доске должен быть равен ее размеру. Тогда ламинат будет выглядеть дороже и более правдоподобно. Ламинат, имитирующий мелкую деревянную плашку, на самом деле имитирует самый дешевый паркет. Самая дорогая паркетная доска состоит из длинных и широких деревянных досок. Самая дешевая из мелких, то есть из огрызков этих досок. Получается вид таких вот коротеньких и маленьких дощечек. Я не могу понять, почему производители ламината так любят имитировать дешевые решения. Они очень часто имитируют фаску, хотя ее имеет более дешевый паркет. Они имитируют рисунок мелких дощечек, хотя могут напечатать и большую доску. Но теперь вы это знаете и не поддавайтесь этому заблуждению. Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующих видео. Всем дизайн!